друзья, вот мы в Сургуте, в крупнейшем городе Ханты-Мансийского округа. Именно отсюда начинается наше путешествие в гости к народам Ханты и Манси. Но для начала давайте пройдемся и посмотрим на старый Сургут. История Сургута делится на две части – купеческую и промышленную. Сейчас мы гуляем по старому Сургуту, историко-культурному центру, на территории которого воссоздали город на рубеже 19-20 веков. Здесь есть экспозиции, проводятся экскурсии, мастер-классы и познавательные программы. Все эти дома – реконструкция старых зданий, когда-то стоявшие в других частях города. Но есть в Сургуте один памятник архитектуры, который остался на своем месте. Вот мы и дошли до единственного памятника дореволюционной застройки, который сохранился в Сургуте. Это дом купца Клепикова. Он был построен на рубеже 19-20 века, а сейчас смотрится очень необычно в окружении вот этих многоэтажек. Сейчас там располагается музей, где можно посмотреть, каким был быт местных зажиточных купцов, и даже почувствовать себя купчихой, заглянув в фотоателье. О другой стороне истории Сургута расскажет мемориальный комплекс «Дом Салманова». Здесь все выглядит так, как в 60-е годы 20 века, когда высадился первый десант геолого-разведчиков и были открыты нефтяные залежи. Кстати, до сих пор каждый год работать в Сургут переезжают по несколько тысяч человек. Углеводороды здесь везде. Под землей, конечно. Для того, чтобы проникнуться историей и природой региона, мы отправляемся на север. По пути обязательно заглянем в гости к хозяевам этих земель. Народы Ханты и Манси в жизни руководствуются главным принципом: если ленишься, далеко не уедешь. А нам надо далеко, так что давим на газ. И мчимся в тундру через Югорский мост, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего вантового пролета. Свои национальные праздники Ханты и Манси отмечают круглый год. Летом, например, празднуют День Обласа, на который мы сегодня и приехали. Облас – это вот такая деревянная лодка, которая уже стоит на берегу. Выдолблена она, насколько я помню, из кедра. Посмотрите, подготовился максимально к празднику. Защитный костюм от комаров и мошки. И, возможно, даже сегодня мне удастся поучаствовать в соревнованиях. Ой, а расскажите, а что это такое? Ухо Ухо? А из чего? из карася. Посмотрев на скорости, которые развивают участники соревнований, а потом на меня, организаторы предложили устроить одиночный заплыв вне конкурса. Расскажите, а вы в гонке будете участвовать? Да, буду. Угу. А какой главный приз? Не знаю даже. Вот так? Кажется, я куда-то не туда плыву. Да, видите, даже не упала, получается. Ну. Река Тромаган у народов Ханты и Манси считается священной. На ее берегу в 130 километрах от Сургута находится деревня Рускинская. Практически 80% жителей здесь придерживаются традиционного уклада жизни, следят за оленеводческими хозяйствами и стойбищами, но успевают и в центре национальной культуры побывать.
Здесь в Музее природы и человека вам расскажут о культуре и быте тромаганских хантов. А если очень повезет, то, как и меня, научат еще и традиционным танцам под музыкальные хантыйские инструменты. А еще в каждом музее региона буквально сотни чучел животных, которые наглядно показывают во всей красе обитателей тундры и тайги. Причем, как нам рассказали в Музее природы и человека, ни одно животное для этого специально убито не было. Чтобы это проверить, мы заглянули в мастерскую местного таксидермиста Романа Зверькова. А сейчас приехали узнать, как же их делают. Уже впечатляет. Мне жалко, когда добыт какой-либо получается зверь, и дальше он не использован ни в качестве шкуры для того, чтобы согреть человека, ни в качестве еды, чтобы из него было что-то приготовлено. Вот такие моменты меня, конечно, печалят больше, нежели если это там трофей, либо пошло куда-то в дело. В моем случае, то есть это объект работы и возможность оживить. Каждый свой проект зверя показывает с самой лучшей стороны. Вот, поэтому мне надо показать и масштаб этого зверя, и естественность, получается, его в движении. Все. И, соответственно, подставка должна быть не просто каким-то элементом, где бы он стоял, а еще и подвыразить саму суть композиции. Поэтому это берег реки, здесь будет мох, будет елка, вполне возможно будет еще вода жидкого стекла. И, конечно, вот на высоту 25 сантиметров будет красивая из массива дерева багетная подставка. Если засветить фонариком, а я без него вообще не работаю, то можно увидеть, вот видите, внутри тоже прожилки и капилляры. Стараюсь прорисовать, чтобы при попадании, в правильном попадании света, это смотрелось максимально живо. Следующая точка нашего маршрута – маленькая Швейцария. Да-да, не удивляйтесь, так местные жители называют город Когалым. Добро пожаловать! Когалым, так же как и весь регион, живет нефтью и ее добычей. А вот после работы выбор, куда пойти, у горожан огромный. Тут есть свой парк аттракционов, современные памятники, фонтаны, скверы, филиал Государственного академического малого театра, круглогодичный аквапарк и даже океанариум. Океанариум Когалыма, безусловно, одна из главных достопримечательностей города. Во всей округе подобного ничего нет. Живут здесь представители разных частей света. Есть и рыбы из Амазонки, есть и крокодилы, скаты, акулы, мурены. А еще есть рыбы из великих русских рек. И все это в привычно суровой и заснеженной Сибири. Все-таки земля Ханты-Манси удивительна и своими природными богатствами, и своими городами, и своими трудолюбивыми и гостеприимными местными жителями. Я, если честно, прониклась регионом и обязательно вернусь, чтобы победить в гонке на обласах.